Всем приветик! Сегодня я покажу, как я переделала свой стол из Икеи в дорогой на вид мраморный стол. Без помощи всяких там сложных техник или какой-нибудь мраморной пленки. И еще я совершенно не умею рисовать. За основу я взяла вот такой вот бюджетный икеевский стол и немного эпоксидки. Начинаю я со смешивания смолы с отвердителем. Все пропорции производитель, как правило, указывает на упаковке, здесь я не думаю, что вы ошибетесь. Главное, это смешивать надо ее по весу, а не по объему. И еще, чтобы все получилось, надо долго и усердно перемешивать смолу. Лучше всего после смешивания перелить ее еще в чистый стакан и там еще раз долго перемешивать. Потому что даже та смола, которая осталась на стенках стакана и ей не размешалась, может полностью все испортить, и столешница нифига нормально не затвердеет. Затем я переливаю по чуть-чуть смолы в две отдельные емкости. Этой смолой я буду имитировать прожилки, поэтому колерую ее в светлый и темно-серый цвет. Можно смешать и больше оттенков, конечно, тут уже на вкус и цвет, но по моему ленивому методу достаточно и двух цветов. Основа будет белая, поэтому всю эпоксидку я окрашиваю белым. Перед заливкой желательно обезжирить всю поверхность, например, спиртом. Льем! Так как основа подноса белая, я заливаю довольно тонким слоем, просто чтобы покрыть всю поверхность. Смолу можно распределять и руками, главное аккуратно, чтобы не задеть выступающие края столешницы. Затем я быстро прохожусь феном, чтобы вышли все пузыри. И начинается самое интересное – рисование прожилок. Я советую взять одноразовый нож или деревянную палочку, как, например, у меня, макнуть ее в смолу, подождать, пока вся она стечет практически в стаканчик, и остатками уже хаотично, довольно быстро проводить над столом. Просто вот как вздумается, немного даже неряшливо. Где-то линии будут получаться толще, где-то тоньше. И это как раз то, что нам нужно. Потом я беру фен и начинаю эти полосы раздувать. Обратите внимание, как я это делаю. Можно просто проходиться феном вдоль полос. Можно где-то делать движение феном вверх-вниз. Можно дуть сбоку. Получаются немного разные эффекты. Просто попробуйте и посмотрите, что получается и какой эффект вам больше нравится. Темным оттенком серого я делаю абсолютно то же самое. Просто небрежно вожу палочкой со смолой и потом раздуваю получившиеся линии. Главное долго не застрять на этом процессе и все сделать как можно быстрее, потому что чем больше смола нагревается, тем быстрее она начинает застывать. В конце я оставляю столешницу на ровной поверхности, вдали от пыли и примерно где-то на сутки, до затвердения.
Ну вот, столо готов. Мне очень нравится, как он выглядит и как просто его сделать. Ставьте лайки, пишите мне комментарии, подписывайтесь на меня, если видео вам понравилось. И спасибо вам за просмотр. Всем пока!